пасу с 7 до 12 и с 5 до заката солнца. Развел огромное количество коров. Должным образом за ними он не ухаживает. Ни на мясо, ни на молоко. Нет, абсолютно нет. Нам хочется чистого воздуха, у нас прекрасное село. Почему у него коровы? Он говорит, что коровы мои друзья. Они тоже хотят жить, они тоже все видят, все слышат, понимают. Однажды он продал бычка, ему сказали, что они пошли его там убивать. Он прибежал, деньги вернул, и бычка забрал. Где вы деньги-то берете на сено? Ну, продаю навоз, в долг мне там дают. Ну вы скажите, пожалуйста, почему мы должны вот этим дышать? Есть этот запах, но он не смертельный, довольно-таки приятный. Люди не хотят так жить. Твои это быки, коровы пришли, мне все там натоптали. Вот вы абсолютно одинокий человек с коровами. У меня есть друзья, единомышленники. Да, я даже знаю одного. Давайте Дмитрия позовем сюда, в эту студию. Добрый день. Все село утопает в навозе. Местная администрация разводит руками. Но есть же в стране 2 специалиста, которые, видимо, и будут это все убирать, разгребать. Вот ты да я, да мы с тобой. Главный по навозу в стране. Видишь ли, в чем дело? 20 лет назад я снял фильм, который назывался «Пастух своих коров» по повести моего отца. То, что эта история повторится почти буквально, я не ожидал. Сегодня в нашей студии Анастасия Серова из села Фокино Нижегородской области. Здравствуйте. Что случилось? Рассказывайте. Я прошу вас помочь нам. Прошу помочь моей маме. Она проживает в селе Фокино, Ротынского района Нижегородской области. Рядом с ней проживает Михаил Дицын. Он развел огромное количество коров. Должным образом за ними он не ухаживает. Можно сказать, он уже занимается живодерством. Так, а что он делает с этими коровами? Сколько их, во-первых? Коров около 20 голов. Так, и как он их содержит? Коровы пасутся где попало, во-первых. Угу. Также у него нет загона для коров. Они живут под открытым небом и питаются чем Бог послал. Угу. Даже какой-то сыроюшки нет, где они могут Нет ничего. спрятаться? То есть Нет. они все время под открытым небом? Да, постоянно они под открытым небом ночуют, они зимуют под открытым небом. Угу. Слушайте, Да. ну ладно, зимуют они под открытым небом, но я по своему опыту знаю, что на одну корову, на быка меньше, на корову где-то около 2 тонн сена приходится за зиму. А он заготавливается? Где он берет это сено, чтобы прокормить 20 коров? Сено он не заготавливает, так как у него нет, я так понимаю, на это возможности. Ну тогда бы они умерли зимой все. Были случаи, что бык помер прямо около дома. Там он и лежал, собственно, и разлагался. А он давно этих коров завел? Больше 30 лет, около 35. Вот теперь ответьте мне на вопрос, почему сейчас эта проблема возникла, если она была 30 лет назад уже обозначена? Ранее он проживал с отцом. Пока отец был жив, как говорится, он за ним приглядывал. Они содержали все более-менее хозяйство должным образом. Как отца не стало, он, видимо, не может уже справляться с коровами, с быками. Зачем ему они? Он это добывает смысл деньги его таким жизни. способом или что? Нет, ни в коем случае. Это смысл его жизни. Он просто их пасет, как говорится. Подождите, то есть это не на мясо, не на молоко? Нет, абсолютно нет. Это вот как Никуда кошку он- дома завести, только у него 20 коров, да? Да. И Для они- собственного удовольствия? Да. Для собственного удовольствия. А он, я так понимаю, что их отпускает, они не только в этом загоне у него на участке, они еще свободно по поселку ходят. Да, по всему селу они свободно гуляют. Он не справляется с ними. Он один не может уже справиться. Держит в страхе, можно сказать, полсела точно. А у вас в селе много детей? Детей в каждом доме не по одному, мне кажется. Ну, конечно, да, бабушки. Так это ж дедушки опасно. все приезжают на лето. Опасно. Ну, бог знает, что у быка в голове, да? Опасно. Мы боялись всегда. Мы стояли за калиткой, пока не пройдет все стадо. Он вообще агрессивный человек, он там кричит.
Насколько я знаю, Михаил никому плохого слова не сказал еще. Ну, то есть он сейчас в рабстве у коров, и это не вина его, а Блаженный беда. такой, да? Ну да, не вина, а беда. Правильно я понимаю? Правильно, я считаю это так. А давайте посмотрим на вашего соседа и на его стадо, чтобы вообще понять масштаб бедствия. Утро мое начинается со звонка будильника. 5 часов утра. Встаю, проверяю, все ли животные на месте. Душа успокоилась. Ставлю чайник, иду, пью чай. Собираю, что взять с собой, и иду на прогулку. Иду пасти. Вот мои коровы, 20 голов с телятами. Время 7 утра, я их иду кормить. Сначала отвяжу быка, который у меня привязан. Его зовут Будмет, ему 2 года. Открываю, и пойдут они вот по тропе вон туда. Айда, выходим. Хожу с прутом, направляю. Вон есть бегуны, вон передние, бежит постоянно. Задние встают, мне зад приходится подгонять. Пасу с 7 до 12 и с 5 до заката солнца. Приходится брать питье, брать перекус с собой, пирожок беру. Вот такой завтрак. Прогулки бывают не всегда хорошими. Вот 2 месяца назад сломал шею себе. В 3 местах. Побежал завернуть корову. У меня еще есть и травмы. Внешние мышцы вот этой руки и внешние мышцы бицепса этой руки порваны. Вот так вот я их поднял. Дальше не могу. Ну, бывали случаи, там бык меня бодали. Ребра, бывает, сломают. Прижмут нечаянно так, боком. Они, может, просто так нечаянно покалечат. Пора двигаться к дому. Ну, потому что мне надо покушать, сделать, может быть, какие-то дела, если успею. Все на месте, возможно, закрываю. Сначала сосчитать нужно. Сейчас я буду наливать воды для коров. Вот закончился мой очередной трудовой день. Обычный, ничем не примечательный. Все как у всех, в принципе. Там ем и моюсь там же раз в неделю. В тазике, да. Не нафуфыриваюсь, даже не причесываюсь, бывает. У меня мало времени. Все время трачу на коров. Даже отдохнуть бывает некогда. Я про счастье вообще не думаю, есть оно или нет. Живу и все. Слушайте, он сказал, вот и закончился мой рабочий день. Но это ж не работа, если он ни молоко не продает, ни на мясо их не забивает. На что он живет-то тогда вообще? На что он живет сейчас, я не знаю. Но факт остается фактом, что у него нет средств на то, чтобы содержать такое количество животных. А вот в лучшем случае, вот в идеальной картинке, что нужно сделать, как вы считаете? Вы же не против него как человека, я Нет, правильно же абсолютно понимаю? не против. Дядя Мишу я знаю со своего детства, всю свою жизнь, получается. Я считаю, что возможно какой-то скот передать на, так сказать, в руки фермерам, которые... А они надлежащим готовы взять? образом- У вас есть там фермеры? Да, у нас есть фермеры, которые были готовы, они обращались к нему. Ах, вот как. Да, они предлагали построить ему загон А он? и забрать несколько коров, ну, большую часть коров. Он отказывается. Давайте представим на секунду, что это смысл его жизни. Отними у него сейчас стадо, оставь ему телочку или бычка, он помрет. Вот что важнее для деревни? Чтобы он жил или чтобы запаха не было? Понимаете, мне кажется, все, что у него на участке творится, это опасно для жителей села. Конкретно для моей мамы. Я очень переживаю за ее здоровье. Давайте вашу маму как раз и позовем сюда и спросим, какое решение она может предложить этой очень непростой проблеме. Вот вы сюжет посмотрели. Против Миши мы абсолютно, Юлечка, ничего не имеем. Нам хочется чистого воздуха. У нас прекрасное село. У нас пол Москвы отдыхает, а мы задыхаемся. Надо что-то с этим делать. Куда-то вот это вот все пристроить. Татьяна Константиновна, Да? точно нужно делать, садитесь. Точно что-то с этим нужно делать. Слушайте, ну там же помимо запаха, я так понимаю, другие проблемы есть, да? Ну что, бычков-то он водит. Ну вот он зачем живет вот с ними, с этими бычками? Водит их туда, сюда. Зачем они ему, непонятно. Он мясом не торгует, молоко даже сам не пьет и мясо сам не ест. Вот он нам сказал.
А вы знаете, что сейчас все Подождите, все а у него переходят... только бычки, что ли? Ну, я вижу, У там него вот там бычки, коровы. Коровы. А коровы И для коровы того, что, чтобы плодить недоенные ходят? бычков. Коровы недоенные ходят? Нет, конечно. А они для того, чтобы телятки новорожденные потребляли это молочко. Боже Они ты же мой. чем-то должны выкармливаться. Ну да. Сено он не запасает. Ну, вот так вот добрые люди ему помогут иногда. 2 тонны сена на одну корову каждую зиму. Ну, какие добрые люди могут ему помочь купить 40... Да ну что, сколько столько там? никогда у него и не бывает. То есть они полуголодные ходят? Конечно, конечно, полуголодные. А что они мрут-то? Прямо там же, где живут. А когда они мрут, что происходит с трупами? Вывозят. Как по-вашему, почему у него коровы? Вот что они ему замещают? Почему он так к ним привязался? Друзей. Он говорит, что коровы мои друзья. А он одинокий, да? Он одинокий человек, да. Я говорю, Миш, ну зачем вот ты так живешь? Зачем тебе это надо? Вот у тебя дети, а у меня быки. Мгм. А вы с ним говорили о том, что, может быть, все-таки семью, там, жену? Я говорю, что ж тебе не хотелось никогда этого? Хотелось. Но вот так получилось. А он работал когда-нибудь? Я не помню. То есть Миша никогда не работал? Нет. Вот только бычков А гонял сколько ему туда, лет? сюда. Мой ровесник, 70 лет ему. Ему 70 лет, он никогда не работал, только коров туда-сюда водил? Да. А ваша дочь еще сказала, что они свободно по поселку ходят, Ходят. в чужие дворы заходят. Куда угодно. Куда хотят, туда и ходят. Как он говорит, они свободные животные, должны ходить там, где захотят. Ага. А если ваши дети хотят гулять или внуки, пусть гуляют после того, как стадо нагуляется. Смотрите, он нам попытался объяснить, зачем ему весь этот скот, который не скот, а просто домашние животные. Общаться с коровами я начал с детства. Я еще был маленький, у моих родителей была корова. Потом она родила теленка. В 87 году померла мать. Отец хотел продать ее, вот эту вторую. А я настоял, чтобы он ее не продавал. К этому времени у меня постепенно складывалось такое ощущение, такое мировоззрение, скажем так, что корова, да не только корова, а многие другие живые существа, у всех есть сознание. Я сам решил ее содержать. Мне было уже где-то 33 года, наверное. С того времени вот и до сих пор, прошло 36 лет, а я с ними. Мне очень жалко, когда они умирают. И, наверное, каждому хозяину жалко. Потому что за это время ты с ними как сблизился. Я испытываю к ним скорее дружеские чувства, чем любовь. Любовь – это, другое совсем. Ради друга тоже можно многим пожертвовать, правильно? Я жертвую своим временем, своим здоровьем ради того, чтобы род вот этот коровий сохранился, чтобы они продолжали жить в природе и поддерживать ее. Коровы сеют траву. Поддерживать, чтобы она росла на одном и том же месте дольше. Тут видите, какое разнотравие? Много однолетников. Клевер белый, клевер красный, там вот эти вот злаки. Это все благодаря коровам. Вот если семена не повредились во время пережевывания, эта семечко не переваривается. И когда с испражнением она выходит, и за счет этого она сеет. И тут даже землю рыть не надо, она все равно зайдет. А вам вот их не жалко, когда их убивают? Когда их там на мясо, на колбасу переделывают. Они тоже хотят жить, они тоже все видят, все слышат, понимают. Все живые существа имеют точно такое же право, не меньше, чем мы. Право на жизнь, не меньше. И я их в обиду ни за что не дам. Я вот большое сочувствие к нему имею. Вот чего человек прожил, с кем прожил, с быками и коровами. И ничего в этой жизни не видел. А мы видим вот эту грязь, вот этот вот запах невыносимый. Жарище страшное, окон не открыть, детей на улицу не выпустить. Ну как вот во давайте всем этом так, жизни? смотрите. Слушайте, а вы с ним общаетесь? Да или- почему? Мы ведь неоднократно со всеми соседями, которые близлежащие, да, из соседних улиц, мы подавали в суды, везде. Мы с ним сколько судов-то прошли. И все одни отписки на усмотрение местного начальства. Это соседство такое, оно, конечно, опасно для здоровья, потому что мы говорим о зоонозных заболеваниях, это их целая масса, это и бешенство, и лептоспироз, и туберкулез. Сибирская язва, всего не перечислишь, и даже упоминать не хочется. На самом деле любой случай падежа скота должен быть местной ветеринарной службой
обследован, потому что вот Михаил, он, я так понимаю, захоранивать самостоятельно где-то в лесополосе, хотелось бы... Вообще-то это запрещено. Можно только кремировать. Если бы он жил чуть дальше от вас, не было бы проблем? Да нет, конечно. И если бы он мог оберегать их от села, чтобы никуда не лезли его коровы, ничего не ломали, Можно не я портили. напомню, что он не просто оберегает их, он их кормит зимой. Он не кормит, ему помогают. Кто? У него нет денег, чтобы кормить. Кто? Ну, кто-то ему помогает, А вот подкидывает кто? этого сена. Правильно же я понимаю, Вот, да? допустим, у него какая-то проблема возникла, он бычком рассчитается, ему сенца подкинут. Но с учетом, что его убивать не будут. Однажды он продал бычка, ему сказали, что они пошли его там убивать. Он прибежал, деньги вернул, и бычка забрал. Вот так. Мне кажется, пора познакомиться с Михаилом Юрьевичем. Михаил Юрьевич, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. К дамам идите, которые к вам имеют претензии. Посиди, Миша, с нами. Я вас понимаю как никто. Но и их понимаю тоже абсолютно. Я полжизни прожил в деревне Чупеево в Тверской области, где огромные пастбища, огромные поля, где я познакомился с человеком, который, ну, просто копия вас по отношению к животным, ну, к коровам. И там даже там он кому-то мешал. Вы живете в совершенно других условиях. Верно ведь? Конечно. И послушайте, от вашего увлечения, пока назову это так, коровами страдают люди. Как вы ответите на это? Я бы сказал, что они не слишком сильно страдают по сравнению со мной. А вы как страдаете? Ну, это много труда. Это, елки-палки, в любую погоду я их должен накормить, если у меня нет сена. Это я их гоню Ну, даже вы сами зимой. это выбрали. Ну что, а вы считаете, что коровы нужны только для того, чтобы их съесть? Я так не говорила, это вы за меня сказали почему-то. Я не Корова- знаю почему. Важны для всей Вселенной. Это основа местного, по крайней мере, биоценоза. Я знаю, как вы сказали, биоценоз деревни Чупеево на протяжении 40 лет уже. И должен вам сказать, пока там не появились коровы вот этого близнеца вашего, Кольки, Ага. да, там и дикая гвоздика росла, и поля зарастали, ну, чуть ли не лавандой, ну, самостоятельно абсолютно. А потом только кормовые травы. Поэтому ваша теория, мне кажется, ну, не работает. Давайте честно, ну, честно, что вас заставляет, ладно летом, что вас заставляет кормить этих коров, это стадо, Так, всю зиму? пока снега мало, я их пасу. Ну, Чтобы а когда, поменьше снега, затратить а когда зиму. снега много? Когда снега много, я покупаю сено, вынужден покупать сено. На что вы его Сколько? покупаете? Нет, подожди, Ну, сколько? в зависимости от потребностей. Какая, я сказал, потребность установлена давно. Всеми ветеринарами, Ну, вот мне сейчас вот понятно. врач подтвердит. 2 тонны сена на зиму на одну корову. На быка Ну, чуть меньше. путь сена на день, на одну корову. Путь сена, так считаю. 2 тонны на одну корову. Да-да. За зиму, Где правильно? вы берете сено и на что вы его покупаете? Овес нынче дорог. По-разному. В зависимости от обстоятельств. Ну где вы деньги-то берете на сено? Ну, продаю навоз. В долг мне там дают. Потом постепенно рассчитываюсь. Ну, что еще? Бывают О, случаи, Господи, когда Боже мой. быки часто бодаются. Быка, если поранит, я чувствую, что не могу его вылечить, я его вынужден сдать на мясо. Получаю тоже деньги, трачу его на сено. Вот такие дела. Сколько сейчас у вас коров? У меня 8 коров, 6 быков старше полугода и 6 лет. Вы не имеете права на открытом грунте хранить свой навоз и тем более его продавать. Это отход. Это отход, который наносит вред окружающей среде. А вы понимаете, что люди, которые живут рядом с вами, сильно страдают от всего того, что вы развели у себя на участке?
Они много со мной судились. Ну, И я не знаю, насколько сильно они страдают. Ну вы скажите, пожалуйста, почему мы должны вот этим дышать? Я к вам отношусь с уважением, как к человеку. Но вы-то нас зауважайте. Вы сделайте что-нибудь. Если вы не можете, примите помощь. Так, может быть, подумать чуть-чуть и отъехать чуть дальше от людей. Нет средств. Средств нету. У вас есть Средства на средства. что? У вас есть средства. У вас есть 20 голов крупного скота. Это потрясающее средство для того, чтобы оставить себе, грубо говоря, мать с теленком быка и уехать на 50 километров. И жить, как вы хотите. Нет? Ну, Потому что иначе мы будем слышать каждый день то, что говорят ваши соседи. А вот что они говорят. Послушайте. я знаю. Скотина содержится с нарушениями со всеми. Постоянно жижа, постоянно запах. Пройти невозможно. Он нагоняет стадо своих коров. Бежит свора собак за ним. Стоишь и думаешь, в какую сторону бежать. Я получила инфаркт из-за его скотины. Они в огород ко мне снесли, у меня тут шифером было заделано, они снесли, меня затрясло, со мной плохо. У меня забор весь собаки выдрали. И быки вот с такими рогами лезут на дом. Дети – это самое главное. Здесь невозможно их. И с ними надо постоянно ходить. То собаки, то быки. Хлеще, чем гнилого сена, нормального, его скотина не видела. Ни фуража, ни зерна никакого, ничего. Скотина у него начинает падать от голода, то есть обезнажен. Одна корова месяц пролежала, не могла встать. Давай, говорит, ее подымем. Наконец-то она все-таки представилась на тот свет. Ее мы просто вытащили вот туда, в огород, разделали, шкуру сняли и отдали собакам. Вы это сейчас ощущаете? Запах. На наше обращение приходят только отписки. Мы 5 судов прошли, мы уже давным-давно воюем. Ездим на суды. Конечно, страшно. Посмотрите, рога в разлет. Смотрите, какой здоровый бык. Вот они сейчас идут сюда, а задние-то пойдут по всему вот этому околотку и будут везде лазить и творить не знаю чего тут. Миш, ну когда ты образумишься-то у нас? Когда ты нам мясо будешь продавать? А зачем вам мясо? Ну будем есть мясо. Все люди переходят на вегетарианство. Продай, теленка. Не дам вам. Продай. Вам не продам. Издеваешься над ними. Вообще безыдейные всякие, да? Как так можно жить? Мы только надежды на вас. в каждом возрасте есть место для подвига. И главные герои фильма «Август» это доказывают. Это фильм о мужестве и чести. Приходите в кино и посмотрите фильм «Август». Вы понимаете, что люди не могут с вами жить по соседству? Вы отравляете им жизнь. Есть этот запах, но он не смертельный. Он довольно-таки приятный. Люди не хотят так жить. Коров можно содержать. Но не отравлять при этом жизнь других, понимаете? Если вам окажут помощь, и вы можете переехать с этими коровами куда-нибудь подальше от людей, вы согласитесь с этой помощью? Возможно, соглашусь. Но я бы хотел, чтобы помощь оказало государство. Какую вам помощь должно оказать государство? А почему? Вы должны меня отсюда выгнать. Вот они. Почему они меня должны выгнать? Я тут давно живу. Миша, против Все тебя мы нововведения есть в ничего не Конституции имеем. статья. Слушайте, да продайте Государство вы... должно Слушайте, у вас оказывать за свой процветающее счет все село. нововведения. Там Подождите, что москвичи государство отдыхают. должно вам за Продайте. свой Все счет? нововведения должны проводить за свой счет. Раньше разрешалось держать коров всем, везде. А сейчас меня хотят выселить. Слушайте, а что вам еще государство должно? Это сидит, рассуждает человек, который в жизни не работал и в это государство почему? ни копейки не вложил. С Почему какого же я не черта ты работал? так рассуждаешь, а? Мне 70 лет, за 70 лет я проработал. Скажите, Сейчас пожалуйста, скажу, на 5 когда вы, заводах. когда вы за 70 лет последний раз налоги платили? Вот о том и речь. Налоги? А теперь государство Сейчас ему я должно. от налогов освобожден, потому что у меня мал доход. Давайте позовем сюда еще одну вашу соседку, Тамару Порфирьевну Горынину. Это не сосед. Она приехала с конкретным Да не важно. предложением. Ну, не знаю. Она далеко от меня живет. И там И достать. все равно страдает.
Да, Тамара Миша, я Порфирьевна, далеко от здрасте. тебя живу. Ну, и что же вам? И что Чем мне? я вам мешаю? Чем? Да. А ты не помнишь, как твои все стадо у меня побывало на огороде, пока я была на работе? И ты мне сказал, почему же у тебя нет забора тогда? Да. Да. В советское время было такое постановление. Участки, находящиеся в черте населенного пункта, А если, должны у меня быть нет, загорожены. а если у меня не было возможности заградить, а значит, я посадила огород, а ты твои быки, коровы пришли, мне все там натоптали, Ну, я же не специально нагадили. это сделал. Вы должны были загородить. Я их не посылал туда, не пригонял. Вот это нормально. Миша, почему все должны от тебя отгораживаться, а они бегают, А вы пожалуйста, никому Раньше не все Все было- сажают. Раньше все было загорожено. Все, Миша, кто раньше за пришел коровами бы председатель ухаживали. сельсовета и штрафовал И тебя они за это. никогда За то, не что тебя бродили. разгорожено. Коровы имеют право на жизнь, а люди? Это был Нет, а что единичный непонятно? случай. Какой? Единичный? Да. И даже Нет, не единичный. суд бы посчитал, не принял от вас заявление. Вот Да вы я и подали не бы. стала писать, потому что ты мне сказал, Он бы не нужно, принял заявление, нужно да. загородить участок. Да. Это нормально? Так ты мне дай денег, чтобы загородить забор-то. Вы У меня должны- тоже пенсия 15 Не тысяч. говорится об этом в законе, не говорилось. Не говорилось? Должны быть загорожены. Вот какой ты умный, ты все законы знаешь. А содержание почему скота? сейчас все село должно страдать содержание от скота? твоих собак? Они бросаются Михаил на Юрьевич, детей. Дети Михаил боятся. Юрьевич, а у него собаки еще? Конечно. Целое стадо. И дети боятся. А вы по закону знаете, что ваши собаки должны в намордниках ходить? Знаю, знаю. А какого черта вы тогда закон нарушаете? Нет средств. Да ты что? То есть все вокруг тебя должны соблюдать тобою выдуманные законы, а ты реальные, действующие сейчас законы не соблюдаешь. Насчет законов я хотел бы здесь Михаилу также напомнить, что владелец животного несет полную ответственность за его действия. То есть, если ДТП спровоцировано, да, будете виноваты вы. Если там, не дай бог, кого-нибудь бык пырнет, но также вы будете нести ответственность, не говоря уже, если кто-то действительно докажет, что почва, сточные воды, воздух отравлены, кто-то ущерб здоровью от этого получил, ну, опять же, будете платить владелец и подумайте. Вот давайте послушаем сейчас местную администрацию. Ну, эта проблема, она длится всю жизнь, что он тут не живет, так все и занимается скотоводством. Ну, раньше было здоровье получше, бегал, пас, двор был, сейчас двор у него, видите, там упал. Ему уже не раз помощь была оказана. Давались ему дворы, где можно содержать, пожалуйста, но он отказывается. И зимой они как олени, да, потому что кормов нет, кормовой базы. Я говорю, граждане обращаются, да, предпринимаем меры, но опять же, административной практики у нас нету. Была бы административная практика, то давили бы штрафами. Штрафы нельзя, санкций никаких мы не можем к нему применить. А потому что у нас нет полномочий, были полномочия, давно применили. Для этого есть специализированные службы, которые должны. Это ветеринарный надзор и все остальные. Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Я тоже слышал об этом инциденте. Соответственно, он нарушает ветеринарные нормы содержания животных. Ну вот мы какие действия, по-вашему, должны как бы сейчас с ним сделать? Ну, люди же к вам идут, обращаются, вызывать еще больше проверок. Как-то решить вопрос-то надо. Вот как... Ну, как-то надо, но скажите, вот как этот вопрос решается? А если когда-то там бык забодает ребенка или взрослого человека? Вот, похоже, когда что-то произойдет, тогда, соответственно, и будет что-то, что человек будет ответственный. Личное подсобное хозяйство мы не контролируем. Самовыгул животных запрещен. А то, что у вас происходит, то, что они ходят бесконтрольно, это самовыгул. И собак в Нижегородской области отдельный закон в прошлом году был принят по запрету самовыгула собак. Поэтому мы попросим, соответственно, Россельхознадзор по ветеринарной линии проверить, чем там коллеги занимались все это время и почему они не реагировали. Запах абсолютно четко измеряется, и это является основанием для выхода специалистов Роспотребнадзора. Дальше прокуратуру посмотреть, как реализовывала администрация свои права. А права у них там есть, в том числе и принятие соответствующих актов, позволяющих штрафовать. А теперь самое главное. Если вы еще не знаете, ваша корова – это ваше имущество. Если вы не будете оплачивать штрафы, у вас будут изымать что? Коров. Имущество, в том числе коров, которые, соответственно, могут быть признаны вашим имуществом. Вы очень хотите быть блаженным. Ну, до здоровья. Только почему за чужой счет-то? Ничего себе блаженный, он злой, агрессивный. Ты посмотри, он ненавидит все вокруг. И коров вы своих ненавидите. Если бы вы хоть чуть-чуть их любили, вы бы сделали для них все самое лучшее.
Вы во многом заблуждаетесь. Я заблуждаюсь? Да. Нет. Потрясающе. Я вижу вас насквозь. Нет. Вы глубоко одинокий, злой человек. К сожалению, ваша жизнь так сложилась. Вы думали, что коровы вам заменят людей. Не заменят. А, кстати, И от этого одиночества вы с каждым годом становитесь злее кстати, и злее. Михаил нам до программы рассказал, почему он не с людьми живет, а с коровами. Давайте посмотрим. Моя жизнь, я не помню, как начиналась. Как у всех. Родился, воспитывали, вырос, учился в школе. Ничего необычного. Отслужил в армии, пошел на работу. Поступил учиться там на вечернем учился. На факультете автоматика и телемеханика. Бросил, не доучился. Ну, встретился с девушкой. Любовь с первого взгляда. Захотелось погулять. Но мы расстались там из-за того, что я как-то раз напился на Новый год. Проснулся с ее подругой. И больше я с ней уже не смог даже подойти. Но, слава богу, от любви к женщине или к девушке спасает другая девушка. Опять влюбился. Она у нее был другой. И в результате этих несовпадений, а просто так жениться на ком подряд я что-то не стал. Я никогда не жалею. Это бессмысленно. Что было, то прошло. И это уже не вернуть. Сейчас у меня нету даже никакого либидо, я бы сказал. Живу как... Смотрю на коров. Живу одной вот этим занятием. Пусть они живут. Поддерживаю их существование, чтобы нет их род. А мой род подождет. У меня есть у брата ребенок, у сестры 3. Мой род продолжается. Пусть отец на меня не обижается, и мать. Черт знает, бывает, накатывает там иногда. Как отец мне говорил, ух, ты столкнешься с тоской, разлукой, станешь тосковать. Ну, от одиночества. Моя жизнь, вы согласны, не бессмысленна, вот то, что я занимаюсь этим коровами. Она не бессмысленна, моя жизнь. Одиночество – это никогда ты никому не нужен. Это когда тебе никто не нужен. Я не настолько одинок, во-первых. У меня есть друзья, единомышленники. Да, я даже знаю одного. Дмитрий Драницын сейчас к нам придет, потому что он появился ровно за 2 дня до того, как мы собрали эту программу. Вы что, не понимаете, что если отобрать у него коров, он от тоски умрет? Давайте решать этот вопрос как цивилизованный, чтобы никто не страдал. Да мы против Миши ничего не имеем. Зачем он нам, Я чтобы он уже умер? услышал вашу Пусть он живет с позицию, Богом. Но почему мы в этой грязище, в этом духоте, в этой страшной Ну, грязи должны жить? По мне, Ну, так вы скажите, немножко пожалуйста. преувеличиваете. Вы Мы как не давно преувеличиваем. А знакомы вы с нами не Михаилом? живете, вы сказали, Так, вам дамы, не дамы, мешает. дамы, дайте поговорить. Вы давно знаете Михаила? Я в селе живу с 2019 года. Разговорились, нашли общие темы как-то вот. Ну, например, какие? Вегетарианство? Ну, как вариант, да, вегетарианство, любовь к животным. Вам не кажется странным, что человек, который пасет стадо коров, является вегетарианцем? Но он же их не сдает на... Ну, как вынужденно, опять же, как Михаил Послушайте, говорит. вот давайте, вот тут идиотов нет. Согласен. Ну, просто совсем. Ну, а в Индии не едят Еще- коров, не едят мясо. Их не пасут. Мы не Индия. Пасут. Там всех, там запрещают. Мы не В Индия. неволе содержать животных. Их там не пасут. Пасут. Они сами там плодятся и гуляют. Во-во-во. Их есть нельзя. Вот так. А у нас можно. Вы помогали Мише, я так понимаю, потом перестали. Почему? Когда мы познакомились, да, мы с супругой часто навещали его, носили продукты, видя, как он живет, да. Потом какое-то время прошло, я видел, мы опять же гуляем с собакой каждый день, я видел, как к нему приезжают какие-то машины недешевые, что-то выгружают. Видим, вот спонсоры, о которых Михаил бывало рассказывал. Мне очень интересно посмотреть на этих спонсоров. Кто-то ему привозил корм, еще что-то. Ну, у нас тоже свой дом, свое хозяйство. Естественно, как-то вот мы привет-привет, и вот разошлись. И когда вот началась эта вся буча у нас в деревне, в чате, я, конечно, к Михаилу пришел, говорю, надо как-то решать этот вопрос. Миш, ну люди возмущаются, что-то надо с этим делать, обоюдно найти какой-то цивилизованный способ. Да, А вы давайте считаете, вы нам какой скажете выход? рецепт. Ну, какой Рецепт? выход? Ну вот как вы, например, предлагаете либо куда-то Михаила все-таки недалеко переселить, да, Да. вместе с коровами отстроить
его скотине какое-то, не знаю, помещение. Александр, вы же фермер. Точно. И Вы готовы точно знаете, что делать с коровами, с быками и так далее. Можно перевести или на какую-то ферму. Фермеры же есть там где-то рядом с вами? Да, есть и предлагали же Он туда помощь. не хочет. Ну хорошо, оставить себе немного. Остальное, чтобы не мешать людям там жить нормально. Там невозможно, там надо перевести в другое место. Зачем именно такое количество держать, я не понимаю. Зачем? Скажите, а вот вы когда-либо задумывались, здесь сидящие, имеют ли право другие виды животных на жизнь? Приди в себя, дорогой, приди. Некуда. Либо ты останешься при Коровы. 1-2 коровах, либо у тебя не будет вообще ничего. Коровы умные существа. Люди же рядом с вами живут. Почему не найти какой-то компромисс разумный? Можно же это сделать. Должно вмешаться государство. Здесь патология. Александр, вам вопрос. Если он все-таки отдаст коров, вы их сможете пристроить куда-то? Конечно, коров можно доить, не убивать. Я вообще не режу коров. Вот смотрите, он не режет коров. Быков, да, а коров нет. Да что вы, он не даст никого на убой. Отдайте коров, Ну, он не режет альтернатива коров. должна быть этому, потому что на самом деле содержание ненормальное у вас там. Коров Мы приехали отдадите. решить проблему. Мы с вами никогда не решим эту проблему. Очень много противоречий в законе. Послушайте врача. Михаил, вы действительно правы. Море противоречий, причем у вас. Вы занимаете только одну позицию, та, которая вам якобы выгодна. В реальности она ни разу не выгодна ни вам, никому. И я согласна с Юлей, что вы абсолютно злы. Другое дело, что никто не виноват в том, как сложилась ваша судьба и ситуация. Выбор сегодня делаете вы по поводу этих коров. И государство уже вмешалось. Государство – это вот эти люди, которые сидят рядом с вами. Государство – это мы, которые сидим здесь. Человек пытается сейчас нормы федерального законодательства как-то выкрутить в свою пользу. Но этого сделать у вас не получится, потому что есть нормы законодательства, да, которые регулируют в том числе обращение с отходами. Это 89-й федеральный закон. Есть закон о защите окружающей среды. Это 7-й федеральный закон. Есть закон о ветеринарии. Есть ГОСТы и СНИПы, согласно которым вы должны содержать своих животных и содержать свою территорию. После сегодняшней программы Всё. администрация вдруг проснется, надеюсь, проснется прокуратура, следственные органы, психиатрия проснется. Вам лучше сейчас, сразу после этой программы, решить, как избавиться от стада. Иначе стадо решит, как избавиться от вас. Но сочувствую я вам только в одном. Жить, не зная, что такое любовь, это чудовищно. Со мной проживает 8 собак. Да, мне жалко, я не могу выбросить их. Мама пьет очень сильно. У мамы дома очень много собак. Она за ними не убирается, не смотрит. А почему дети от вас уехали-то? Они же еще несовершеннолетние, а уже с вами не живут. Из-за собак. Книжки, стулья летели, провода. Они просто летели, допустим, не у вас же. Не надо врать, что ты собак своих уберешь. Ты нам сколько лет это уже обещаешь? Вы плиту свою видели? Собаки встают ногами. Это собаки сделали? Ну, не я же. И пьете каждый день. Взяла и начала просто. Причем в отрыв ушла, и все. Я говорю: Лен, пожалуйста, помой собак, помой сама себя. Дышать невозможно. У меня ребенок один раз чуть в обморок не упал. Я хочу позвать сюда начальника вашей управляющей компании, чтобы он нам рассказал, что у вас там происходит с этими собаками.